Ben onun yasını tuttum ihtiyar. Üstüne toprak attı. Rahmet okudu. Cihan'a baba oldum. Ali'ye koşan. Ben o artık benim bir helalim oldu diye düşünmeye başladım. O yaşıyor. Orhan yaşıyor. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Что предпримет Джихан, узнав, что Баран жив? Раскается ли Джихан, потрясенный новостью о его жизни, и будет ли держаться подальше от Алии и Денис? Что произойдет, когда Джихан отвезет Барана в Мардин? Спасется ли Баран от болезни благодаря своему брату Джихану? Как изменится отношение Алии и Джихана с Бараном теперь, когда Баран жив? Когда Али узнает, что Баран жив, разозлится ли она на Джихана за то, что тот скрыл это от нее? Простит ли Алия Барана за случившееся и вернется к нему, или же она признается Джихану в любви и захочет сохранить брак? Что предпримет Садакат, узнав, что ее сын Баран жив? Если Баран поправится и восстанет, все перевернется с ног на голову. Узнает ли Экмель, что именно Садакат убил Майм? Кто все это время заботился о Баране? Кто прячет Барана и кто отвечает за опекуншу? Узнал ли Экмель, что Баран на самом деле сын Барана и тайно прячет его, чтобы вырастить и настроить против них? Означает ли выживание Барана смерть Джихана, как говорит Джихан? Все это и многое другое в этом видео. Несмотря ни на что, Джихан и Алия не должны сдаваться. Эта пара, которая объединилась и создала семью по воле Барана, не виновата в случившемся. Если вы хотите, чтобы Баран выздоровел и покинул Мардин, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к анализу. Приятного просмотра! Узнав, что Баран жив, Джихан изменит ход событий. Узнав, что брат или сестра, которых он годами считал пропавшими без вести, на самом деле жив, Джихан осознает и огромную радость, и глубокое чувство вины. Именно с этим и столкнется. Он поймет, что горе, которое он годами носил в себе, было напрасным, но также начнет подвергать сомнению каждый порядок, установленный им в отсутствие Барана, каждый свой вздох, каждую связь, которую он создал с Альей и Денис. Это заставит его чувствовать себя виноватым перед ними и неосознанно отстраниться. Он почувствует себя предателем Барана и в результате отдалится как от Альи, так и от Денис. Но настоящим испытанием станет укрытие Барана. Он попытается увести его в Мардин, веря, что найдет там безопасное убежище и сможет связать брата с жизнью через следы прошлого. Но даже если Баран спрячется там, ясно, что это не продлится долго. Как бы ни была скрыта жизнь человека, она обязательно вырвется наружу. Когда существование Барана раскроется, все будет нарушено. Более того, забота Джихана о нем также улучшит здоровье Барана. Хотя до сих пор он был прикован к постели, с поддержкой Джихана он начнет поправляться и появится возможность встать на ноги. Пробуждение и постепенное выздоровление Барана потрясут не только Джихана, но и всех остальных. Ведь если Баран восстанет, ему придется столкнуться с тайнами, которые все хранили. Для Альи все станет еще сложнее. Узнав, что Баран жив, она выместит свой гнев на Джихане, ведь именно он скрывал от нее эту правду. «Как ты мог не сказать мне?» Требует она объяснений, и в ней поселится обида. Но в глубине души любовь к Джихану не угаснет так просто. С одной стороны, ее старая привязанность к Барану, с другой, ее новая любовь к Джихану, перед ней встанет серьезная дилемма. Это станет для Альи поворотным моментом – простить Барана и вернуться к нему или принять свою любовь к Джихану и сохранить брак. Бремя этой дилеммы поглотит Алю. Шок, который испытает Садакат, придаст ей совершенно иное измерение. Когда она узнает, что ее сын Баран жив, она будет в слезах. Сначала она будет благодарна, но затем восстанет против полученной новости и того факта, что его так долго скрывали. Она будет одновременно счастлива как мать и глубоко убита горем. Возвращение Барана к жизни принесет ей надежду, но также поставит под угрозу ее авторитет в семье. Ведь с появлением Барана баланс, который она поддерживала годами, рухнет.
И, конечно же, есть Экмель, ее тайна полностью изменит правила игры. Если она узнает, что Садакат виноват в смерти Майн, это станет ее главным козырем. Вопрос о том, почему Баран скрывается, станет здесь ключевым. Человек, который заботится о нем, не просто обычный человек, он явно нанят кем-то. Это может быть либо пережитком прошлого Садаката, либо частью тайного плана Экмеля. То, что Баран скрывается таким образом, не может быть совпадением. На самом деле, наиболее вероятное объяснение заключается в том, что Экмеля обнаружила, что Баран – ее сын. Если это правда, она прячет Барана, чтобы использовать его как рычаг давления на всех, когда придет время. Поэтому истинный план Экмеля – исцелить Барана и тут же вывести его на сцену, опустошив всех. Но среди всех этих планов судьба Джихана будет переписана совершенно иначе. Хотя осознание того, что Баран жив, приносит огромную радость сердцу Джихана, это фактически приведет его к гибели. Потому что присутствие Барана разрушит установленный Джиханом порядок, воздвигнет стену между ним и Алией и даже поставит под угрозу его собственную жизнь. Когда он говорит «выживание Барана обернется моей смертью», он не преувеличивает, это будет самая мучительная строка, которую судьба когда-либо писала ему. Возможно, ценой воссоединения с братом станет потеря его собственной жизни. Короче говоря, с этого момента все перевернется с ног на голову. Джихан будет бороться со своей совестью, Алия со своим сердцем, Садакат со своей силой, Экмель со своими тайнами. Когда Баран снова вздохнет и поднимется на ноги, призраки прошлого будут появляться один за другим. И никто в этом городе больше не сможет дышать тем же. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.